Привет, друзья! Сегодня приготовим безумно вкусные пирожки с капустой. В подходящую емкость всыпаем 80 грамм просеянной муки, 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку соли, 3 столовые ложки растительного масла и вливаем 250 мл крутого кипятка. Хорошо все перемешиваем и оставляем в сторону для остывания. Это будет наша мучная заварка для теста. В отдельную емкость всыпаем 1 столовую ложку дрожжей, 1 чайную ложку сахара и вливаем 120 мл теплой воды. Перемешиваем и оставляем на 5-10 минут для активации дрожжей. Прошло 5 минут, дрожжи хорошо активировались, получилась вот такая пышная шапочка. Теперь соединяем дрожжи с остывшей мучной заваркой. Добавляем 2 желтка комнатной температуры, хорошо все перемешиваем до однородного состояния. Всего для приготовления этого теста нам понадобится 550 грамм муки. 450 грамм муки я добавлю сейчас в несколько приемов, а оставшиеся 100 грамм я буду добавлять, когда буду работать с тестом на рабочей поверхности. Одна убедительная просьба: ни в коем случае не добавляйте муки больше, чем указано в рецепте. Тесто получится мягкое, эластичное, будет казаться, что муки мало, потому как оно будет слегка липнуть к рукам. Но лишнюю муку добавлять не нужно. Не нужно забивать тесто мукой, иначе оно получится резиновое. Я замешиваю тесто сначала при помощи кулинарного венчика. Когда уже венчиком становится тяжело мешать, я замешиваю тесто кулинарной лопаткой. Как только вся мука хорошо вмешалась в тесто, приступаем к замесу руками на рабочей поверхности. Вот такая масса у нас получилась. На рабочую поверхность всыпаем 50 грамм муки и начинаем замес теста. Когда вся мука вмешалась в тесто, досыпаем оставшиеся 50 грамм муки и продолжаем вымешивать тесто. Еще одно очень важное правило: работать с дрожжевым тестом нужно всегда в хорошем настроении, и тогда тесто будет радовать вас отличными результатами в выпечке. Тесто очень приятное в работе, мягкое и слегка липнувшее к рукам. Чтобы продолжить замес и не забивать тесто мукой, смазываем руки 2 чайными ложками растительного масла и продолжаем вымешивать еще 2-3 минуты. Готовое тесто перекладываем в смазанную растительным маслом емкость. Посуду для расстойки выбирайте побольше, потому что тесто очень хорошо увеличивается в объеме. Накрываем пищевой пленкой или полотенцем и убираем в теплое место на расстойку. На это уходит около часа. Пока подходит тесто, займемся начинкой. В разогретую сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного масла. Обжариваем лук и морковь 2-3 минуты на среднем огне до прозрачности лука. Периодически помешиваем. Затем всыпаем 1 кг мелко шинкованной капусты, накрываем крышкой и даем минут 5 капусте утушиться, чтобы она слегка осела, обмякла и ее легче было потом перемешивать. Прошло 5 минут, капуста обмякла. Теперь мы ее хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на среднем огне 15-20 минут, периодически помешивая до готовности капусты. За минуту до готовности капусту солим и перчим по вкусу, хорошо перемешиваем, и наша начинка готова. Оставляем ее остывать. Посмотрите, как прекрасно подошло наше тесто. Это просто фантастика. Перекладываем готовое тесто на смазанную растительным маслом рабочую поверхность, слегка обминаем его и делим на 18 равных частей. Вы можете разделить и на большее количество, или на меньшее. Все зависит от того, каких размеров пирожки вы хотите приготовить. Никакой граммовки точно я не придерживаюсь, просто делю тесто на глаз, на равные кусочки.
Каждый кусочек теста слегка обминаем, растягиваем в тонкий пласт и выкладываем начинку. Я люблю, когда начинки много. Затем защипываем края, как на варенике, и придаем форму пирожка. Тесто такое мягкое, что работать с ним одно удовольствие. Когда налепили то количество пирожков, которое уместится у вас в сковороде, начинаем жарить. Жарим пирожки в хорошо разогретой сковороде на большом количестве растительного масла на среднем огне под крышкой до румяности с обеих сторон. После жарки выкладываем пирожки на бумажные полотенца для того, чтобы впиталось лишнее масло. Такие пирожки можно готовить с любой начинкой, сладкой или несладкой, на ваше усмотрение. Попробуйте приготовить такие пирожки. Они просто волшебные. Вы будете в восторге, я вам обещаю. Тесто невероятно мягкое, как пух, в прямом смысле этого слова. Попробуйте, друзья, приготовить эти пирожки и обязательно поделитесь этим рецептом с вашими друзьями и близкими. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. До новых встреч!